Сегодня Верховный суд снял с регистрации список партии «Яблоко». Сам по себе судебный процесс, даже по нашим меркам, получился в высшей степени неряшливым. Очевидно, что решение о снятии произошло внезапно. Иск готовился в авральном режиме, нормальных юристов к нему подтянуть не успели. Первая версия иска и вовсе была смехотворной, ее писали люди, вовсе не знакомые с электоральным законодательством. «Яблоку» пытались вменить иностранное финансирование, хотя такого основания для снятия с выборов не существует. В тот же день иск переделали, попытались обнаружить на сайте «Яблоко» нарушение авторских прав, что является уже стандартным основанием для исключения неугодных кандидатов из бюллетеня на региональных и местных выборах. Насколько бы абсурдно это ни звучало, но это так. В стране, где пиратские кинотеатры популярнее всех ОККО и Кинопоисков вместе взятых, копирайтная фотка на сайте или в агитации – это популярное основание для снятия с выборов. Причем даже не нужна жалоба правообладателя. На судебном заседании все аргументы и по копирайту тоже развалились. Выяснилось, что партия купила права на все, а на использование отрывка из стихотворения «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама» прямо во время заседания «Яблоку» дали разрешение наследники композитора Аркадия Островского. Решение это, однако, не изменило. «Яблоко» с выборов сняли. Гораздо показательнее тут не сам факт снятия, а именно эта спешка и неряшливость. Решение в том, что снять «Яблоко» следует через суд, явно пришло тогда, когда вся совокупность прикормленных электоральных юристов уже явно ушла на выходные, заправилась высокооктановыми напитками и не была готова принять участие хотя бы в нормальной подготовке документов. Учитывая уровень выборов, страна-государство, которая явилась в суд натурально позориться, это что-то новенькое. Что-то очень непривычное для нашего государства, которое в бюрократию и в бумажке очень умеет. Такое позорище на ровном месте выдает паническую реакцию. Давайте разбираться, чем она могла быть вызвана. Во-первых, мы видим тут традиционную для нашего режима веру в персоналии и бренды. Вот как очевидно есть вера, что если в результате очередного политического кризиса получится скинуть Зеленского, то к власти придет какая-то сила, которая первым делом объявит Украину субъектом Российской Федерации, так и тут. Дескать, если снять «Яблоко», то протестные антивоенные настроения в России сразу же куда-то испарятся. Будто на этих выборах главным вызовом являются не сами по себе протестные антивоенные настроения, возникшие в результате никому не нужной уже почти 5-летней войны, не усталость общества, не страх за будущее, не тяжелая экономическая ситуация, не вся совокупность объективных обстоятельств, а конкретный партийный бренд, через который настроения эти могут быть выражены. Это все равно, что считать, что если завтра Toyota разорится, то люди обратно пересядут на телеги, что образ жизни человечества откатится на столетия назад. До момента регистрации и розыгрыша места в бюллетене партию «Яблоко» никто всерьез не обсуждал. В дискуссиях об электоральной стратегии она вообще не присутствовала. Все обсуждения шли вокруг того, как создать начальству на этих выборах максимальные проблемы. Как сделать так, чтобы организаторы выборов открыли урны и не поверили своим глазам? Чтобы им пришлось не дорисовывать, а рисовать как в последний раз, так что это не получилось бы скрыть. Мы все обсуждали и продолжаем обсуждать, как выкопать яму для Единой России, в которую ей будет удобно провалиться. Но организаторы выборов искренне, очевидно, считают, что дело тут не в желании копать яму в принципе, а в конкретной лопате. Мол, если лопату эту отобрать, то яму нельзя будет выкопать чем-то еще. На самом же деле, все обстоит абсолютно иначе. Последние дни наблюдается невероятный взлет энтузиазма относительно партии, которая никогда ни у кого энтузиазма не вызывала. И тут я знаю, о чем говорю. Мы много раз пытались что-нибудь с ней сделать. И взлет этот энтузиазма говорит о том, что людям нет особой разницы, через кого свои протестные настроения выражать. Заседание Верховного суда по снятию «Яблока» онлайн во ВКонтакте смотрело 9 тысяч человек, на Ютубе 10. За всю историю существования интернета это, видимо, самый большой онлайн у любого материала, связанного с «Яблоком», причем с большим отрывом. Если такое внимание вызывает заседание суда о снятии партии, которая последний раз подавала признаки жизни во время муниципальных кампаний конца десятых, то у вас, дорогие организаторы выборов, большие проблемы. Если предполагается, что Григорий Явлинский – это харизматичный лидер, который может консолидировать вокруг себя антивоенные голоса, значит, антивоенные голоса вокруг себя у вас может консолидировать кто и что угодно. Если так нужно снимать «Яблоко», то выходит, что «Яблоко»-то снимать и бесполезно. Такой вот парадокс. Люди хотят не за «Яблоко» голосовать, а против вас.
Да, важно очень сказать. Конкретно в этот раз Яблоко смогло удивить. У них получилась яркая предкампания в соцсетях. Николая Рыбакова просто как подменили. Он очень ярко, смело и остро выступал. В вопросах, которые проводили в сообществах, где сидят люди, не заставшие при своей жизни расцвет Яблока, эта партия уверенно лидировала. В этот раз им удалось попасть в нерв, выйти за пределы привычного себе электората столичных либералов. Не должно сложиться впечатление, будто мы тут критикуем Яблоко. Они большие молодцы сейчас, и я, конечно, поддерживал их всю дорогу, хоть специально почти об этом и не говорил, чтобы не привести случайно к их снятию в период, когда еще можно было подавать иски. В общем, Яблоку прям большой респект. Теперь стоит пару слов сказать о самом процессе. Заседание шло целый день, и самый интересный момент суда был, когда Яблоко отбило претензию с авторским правом. Партию собирались снять за использование фотографий коммерсанта на главной странице сайта. Это была главная, юридически самая такая, проблемная, можно сказать, претензия. Но вдруг выяснилось, что фотография куплена по договору. Тогда Родина выдала новую претензию. На фотографии не указаны выходные данные. Нету автора и издания, а это предусмотрено договором и нарушает его, так что нарушение все же есть. Представитель партии подошел к компьютеру суда, скачал файл, использовал лупу, и получилось вот что. Почему все это важно с фотографиями и правами? Ну, потому что, как я уже сказал в начале, снятие за нарушение интеллектуальных прав – это самый распространенный способ убрать кандидата, если он не нравится администрации. И вот все были уверены, что наконец-то нашли этот повод. Вот она фотография, вот нет данных. Но Яблоко очень красиво отбилось. Это, правда, никак не могло изменить уже заранее принятое решение. Но то, что Яблоко буквально не допустило ни одного даже мелкого и формального нарушения закона, тут они большие молодцы. В принципе, они и в целом молодцы, конечно, в этой кампании. Если говорить про суд долго и подробно, то нужно делать отдельный ролик. У меня большой опыт таких судов. Когда я в России вел избирательные кампании, много мы их проходили. Может быть, такой ролик еще сделаем. Но тут, конечно, не тот случай, когда наличие или отсутствие нарушений реальных и в целом аргументы играли какую-то роль. Во-вторых, такая чехарда с регистрацией и снятием лишний раз свидетельствует о том, что до рычагов управления выборами дорвались люди, которым абсолютно чужд хитрый политический схематоз. Честно говоря, в предположении Екатерины Шульман, что допуск Яблока – это такой снаряд, чтобы подбить не в меру растущих новых людей, в таком предположении вполне себе был смысл. Выбор между явно антивоенной партией с низкими шансами на преодоление барьера и нейтральной партией, которая активно не зигует, но может показать очень хороший результат, это потенциальный повод для дискуссий среди лидеров мнений и потенциальный повод всем разругаться между собой и размыть весь протестный потенциал голосования. Мол, давайте за Яблоко! Нет, они не пройдут барьер! Нельзя, надо за новых людей! Или там вообще за КПРФ. Вот это вот как бы совершенно понятная разборка ожидалась. И это узнаваемая разводка от специалистов из администрации президента. Много раз мы такое видели. Если протестное голосование невозможно игнорировать, то надо его размыть. Надо погрузить всех, кто хочет проголосовать против, в бесконечный спор между собой, чтобы протестный избиратель настолько от этого всего устал еще до дня выборов, что просто на участок бы не явился. Как, например, на выборах 2018 года. Есть вполне харизматичный и даже, в общем-то, не мерзкий коммунист, бизнесмен Грудинин. Есть яркая и скандальная Собчак. Есть либеральный выбор по умолчанию, Явлинский. И есть сюжет с недопуском Навального и призывом к бойкоту. У всех 4 вариантов есть своя группа поддержки и аргументация в свою пользу. Оппозиция при деле. Занята увлекательным обсуждением, что делать, а не мешается начальству избирать начальника. Технология не очень-то хитрая, но рабочая. Пусть несогласные занимаются выборами позиций там, а нам не мешают.
допуск Яблока в этот схематоз очень даже укладывался. Но очевидно, что явился кто-то, кому даже такие политтехнологии для самых маленьких – это слишком большой риск. Для кого безопасность прежде всего, а безопасные выборы – это выборы единственного победителя из единственного кандидата. Надо думать, граждане из ФСБ вполне искренне полагают, что все эти великие политтехнологи из АП только корчат из себя умников и бабло пожирают. А как дело доходит до дела, все безбожно проваливают. В 13 году без 5 минут кресло мэра Москвы профукали. В 19-м половину Мосгордумы оппозиции слили. В 21-м каждый оппозиционный округ Госдумы проиграли. Это уж не говоря о выдающихся внешнеполитических победах. За пару месяцев продолбали и Венгрию, и Армению. Каждые выборы, с которыми им приходилось пересекаться. Все эти хитрые схематозы заканчиваются одним и тем же. Приходят силовики и решают вопрос с помощью дубинок и уголовных дел в России. Если бы выборами рулили чекисты, а не всякие там мутные политтехнологи, то не пришлось бы Фургала со скандалом сажать в СИЗО прямо из губернаторского кресла. Он бы до этого кресла вообще никогда не дошел бы. Если бы кто-то тут свои политические кренделя не выделывал. Тем более уж в годину тяжелых испытаний, когда на дворе война с Объединенным Западом. Выборами, дескать, должны заниматься те, кто заботится о безопасности Родины, люди с Лубянки, а не те, кто с народом в демократию играет, все время проигрывая. Конечно, это иллюзия. Конечно, именно на тех, кто умел в имитацию, разводки, схематозы, кто умел разругать между собой оппозицию, учуять протестные настроения и расколоть протестный электорат, именно на них вся эта конструкция держалась четверть века. На людях, которые умели в нарративы, в компромат, которые знали своих оппонентов и слабые места этих оппонентов. Не всегда у них все получалось, но они всегда преуспевали в том, чтобы оппоненты их не могли выступить единым фронтом. Они умели раскалывать, размывать месседж, разделять и властвовать, короче. Кремлевские политтехнологи всю дорогу отдавали себе отчет. Получить итоговый результат – это не задача на выборы. Итоговый результат можно сделать любой, даже безо всякого электронного голосования. Просто спустить ЦИКу итоговый протокол. Проблемы-то какие? Задача в том, чтобы результат этот продать. Чтобы он не выглядел глобальной несправедливостью, глобальным обманом. Чтобы общество в целом с этими цифрами молчаливо согласилось. Если хитрый баланс между искомыми цифрами и реальными общественными настроениями не удерживать, то очень легко оказаться в ситуации Лукашенко в 2020 году или Януковича в 2004, или, в конечном итоге, самого Путина и Единой России в 2011. Смогут потом помочь люди с дубинками и уголовными делами или не смогут, это уже лотерея. Смысл электоральных процедур ровно в том, чтобы до лотереи не доводить. Чтобы общество результаты приняло, а оппоненты власти были расколоты и деморализованы. Со снятием Яблока очевидно, что прежняя выбранная архитектура, на которой режим стоял, отброшена и забыта. Что победила чисто охранительная логика и силовой подход, любой ценой отсечь любую альтернативу. Подход этот противоречит всему, что позволяло нашему режиму так долго жить, и совсем не отвечает моменту. На самом-то деле нет никакой оппозиции, с которой имело бы смысл бороться. Нет никакой структуры, которую надо выгнать с выборов и на этом избежать потенциальных проблем. Сегодня мы живем в моменте, где абсолютно любой человек, который говорит что-то поперек, немедленно становится звездой. Помимо своей воли превращается в политического актора. Виктория Боня, Илья Ремесло, Александр Лунин. Каждый из них одним роликом, одним постом в Телеграме, одним интервью получил столько же медийности и поддержки, сколько раньше надо было зарабатывать годами политической деятельности. Антивоенную партию нельзя снять с выборов, потому что ее не существует как организационной структуры. У нее нет штаба, куда можно прислать ОМОН. У нее нет лидеров, которых можно распихать по спецприемникам. Антивоенная партия существует в вопросах об уровне тревожности, проявляется в состоянии российского фондового рынка, в том, что чаты и каналы о релокации в Армению растут и процветают как никогда. Граждан не получится убедить в триумфальной победе Единой России с яблоком в бюллетене или без него. Все понимают, голосование за Единую Россию – это голосование еще за 5 лет движухи. Голосование за то, чтобы движуха эта стала только мрачнее. За мобилизацию, за изъятие вкладов, войну с Европой. Голосование за то, чтобы привыкнуть к сиренам воздушной тревоги даже далеко за Уралом. Никого не получится убедить, что за все это проголосовали. Проблема с продажей результата здесь ровно в этом.
не в том, что мы проголосовали за яблоко, а вы у него украли. Но мы голосовали против войны, а вы говорите, что за. Оппозиционная партия тут не называется «Яблоко». Оппозиционная партия тут называется «Москвичи против покупки генераторов», «Студенты против мобилизации». Ее с выборов снять нельзя. Кремлевские политтехнологи, надо думать, это понимают. А вот люди в погонах не понимают, что таким скандальным снятием яблока только расширяют электоральную базу партии под общим названием «Идите нахер со своей войной». До завтра.